Все началось с рутинной экспедиции, когда команда океанологов, вооруженная передовыми технологиями, пустилась в плавание по неизведанным глубинам Бермудского треугольника. Их целью было изучение морской флоры и фауны, но все изменилось, когда сонарные сигналы указали на аномалию в 20 милях от берега. Формирования на дне океана, которые они неожиданно обнаружили, никак не соответствовали ни одному известному природному образованию. Сначала это было просто странное пятно на мониторе, но по мере приближения оно превращалось в загадочную структуру по форме, напоминающую пирамиду. Стены ее были гладкими и, как показали дальнейшие исследования, сделаны из материала, который не встречался ни в одной из окружающих пород. Исследователи были озадачены, как такое могло образоваться здесь, в центре океанских вод. Команда решила использовать подводный аппарат с камерами высокого разрешения для более детального изучения объекта. Когда аппаратура приблизилась, стало ясно, что структура медленно светилась, испуская ровный голубоватый свет. Это зрелище заворожило и смутило, ведь в условиях океанической тьмы его источник оставался непонятным. Но на этом сюрпризы не закончились. По мере исследования структура выявляла все больше странностей, ставя под вопрос все существующие представления о природе океанского дна. Пока команда пыталась разобраться с неожиданной находкой, в голове каждого из участников возникали вопросы. Как долго эта структура скрывалась в глубинах? И почему она не значится на картах? Ответы на них могли бы пролить свет на множество тайн, связанных с этим загадочным участком океана. Но вместо ответов находка приносила только новые загадки, готовые удивить даже самых опытных исследователей. Свет в темноте. Когда аппаратура приблизилась к загадочной структуре, первое, что привлекло внимание исследователей, был ее необъяснимый свет. В густой тьме океанских глубин, где обычно лишь мрак и тишина, структура излучала ровный голубоватый свет, будто живое существо привлекало внимание случайных путников из другой реальности. Этот свет выглядел словно магнит, манящий и пугающий одновременно, оставляя у команды больше вопросов, чем ответов. Что могло быть источником этого сияния, если солнечные лучи сюда не доходят, а биолюминесценция океанских существ не способна на такие эффекты? Прежде чем исследователи успели ответить на эти вопросы, они заметили, что свет не просто служит декоративной функцией. Казалось, он имел свойство изменять интенсивность синхронно с движением подводного аппарата. Это создавало иллюзию, будто структура осознает присутствие незваных гостей и реагирует на их приближение. Это открытие стало новой вехой в исследовании. Ведь ни один известный природный или искусственный объект не обладал подобным поведением. Страх и интерес боролись в сердцах членов команды. Одни ожидали, что вот-вот сработает защитный механизм. Другие надеялись разгадать тайну через детальное изучение. Курсы были изменены, чтобы приблизиться к другому уголку структуры, и свет, казалось, снова изменил свою интенсивность. Это заинтриговало команду еще больше. Каждый метр исследования открывал новую деталь. Сложные узоры на стенах, мерцающие в свете, напоминали о древних цивилизациях и недоступных технологических возможностях. Структура, казалось, говорила с исследователями на языке, который только предстояло изучить. Исчезнувшие судна и самолеты. Связь между загадочной структурой и исчезновениями судов и самолетов в Бермудском треугольнике стала предметом оживленных спекуляций. В памяти многих всплыли истории о таинственных исчезновениях, сопровождавшихся странными световыми явлениями. Как эскадрилья «Полет-19», 5 американских торпедоносцев, которые в середине 19 века исчезли, оставив после себя лишь неясные радиосообщения о дезориентации и необычных атмосферных явлениях. Могло ли быть так, что этот свет был тем самым загадочным феноменом, о котором говорили пилоты? Исследователи начали изучать архивные данные и обнаружили, что многие корабли и самолеты исчезали именно в районе, где была обнаружена структура. Некоторые из них передавали на Землю странные сообщения, в которых упоминалось об аномальных магнитных полях и необычных световых явлениях. Было ли это просто совпадением, или же структура действительно как-то воздействовала на навигационные приборы, сбивая их с курса? В этой загадочной связке могла скрываться важная подсказка. Многие вспомнили и о других таинственных исчезновениях, которые также происходили в зоне Бермудского треугольника. Теоретики предположили, что структура может быть своего рода порталом или источником энергии, который искажает пространство вокруг себя. Возможность такого эффекта казалась невероятной, но и само существование такой структуры в сердце океана было против всех известных законов науки. Пока одни исследователи пытались построить логическую цепочку, другие занялись изучением физических характеристик структуры. Они надеялись, что, изучив ее поверхность и состав, смогут раскрыть истинную природу объекта. Каждый день работы открывал перед учеными новые детали, но также поднимал и новые вопросы. Как будто сама структура насмехалась над ними. Чем больше они узнавали, тем больше становилось непонятного. И все же одна лишь возможность раскрыть тайны, скрывающиеся на морском дне, манила исследователей продолжать поиски, несмотря на все опасности и трудности.
Секреты океанского дна. Исследователи приступили к изучению таинственной структуры, погруженной в глубину океана. Первоначально казалось, что на стенах этой пирамиды нет ничего, кроме загадочных узоров, вырезанных с точностью, которую сложно объяснить. Однако, по мере того, как команда детально изучала поверхность, обнаруживались куда более интригующие элементы. На определенной глубине камеры фиксировали присутствие символов и надписей, которые, возможно, были частью неизвестного языка. Это открытие породило вопрос, могла ли структура принадлежать древней цивилизации, существовавшей задолго до нынешних карт и технологий. Инженеры сосредоточились на изучении самого материала, из которого была изготовлена структура. Необычная плотность и состав стен не поддавались анализу ни одним из известных методов. Это, в свою очередь, побудило исследователей обнаружить возможные источники энергии внутри структуры или где-то поблизости. Они обратили внимание на массивные подводные кабели, которые, казалось, вели вглубь пирамиды. Их предназначение оставалось неясным, но само их присутствие указывало на продвинутую технологию, возможно, опередившую наше время. В процессе исследования стало ясно, что структура проявляет необычайную устойчивость к давлению воды и температурным колебаниям. Подобные характеристики позволяли предположить, что ее создатели обладали знаниями о свойствах материалов, которых современная наука еще не достигла. По мере погружения в глубину исследователи сталкивались с еще одним феноменом. Загадочные реликвии, возможно, использовавшиеся для управления структурой, обнаруживались на поверхности. Их дизайн предлагал возможность взаимодействия посредством пульта или панели управления. Но именно обнаружение туннелей, ведущих вглубь океанского дна, стало настоящим шоком. Казалось, что они не просто соединяли разные части структуры, но и могли быть частью более обширной сети, уходящей далеко за пределы пирамиды. Это открытие натолкнуло ученых на мысль о существовании под этой структурой целого комплекса, скрытого от глаз человечества. Стремление понять, что же еще таится в недрах этой удивительной конструкции, заставило команду продолжить исследование, надеясь разгадать все ее секреты. Эхо из прошлого. Открытие загадочной структуры на дне Бермудского треугольника заставило ученых задуматься о древних цивилизациях, которые могли заселять Землю задолго до появления известных нам культур. Подводные камеры выявили на стенах пирамиды странные символы и надписи, которые не удалось идентифицировать ни с одним из известных языков. Эти находки натолкнули исследователей на мысль о том, что структура может быть творением цивилизации, обогнавшей по развитию древних египтян или майя. При дальнейшем изучении поверхности пирамиды внимание исследователей привлекла необычайная точность, с которой были вырезаны узоры и символы. Казалось, что они были выполнены с применением технологии, превосходящей современные инструменты. Это указывало на высокий уровень мастерства и возможности древних строителей. Инженеры сосредоточились на анализе материала стен, который оказался невероятно устойчивым к давлению океанских глубин. Он не поддавался ни одному из стандартных методов анализа, что только усиливало загадочность объекта. Находка массивных подводных кабелей, тянущихся от структуры в неизведанные глубины, намекала на использование передовых технологий, возможно, для передачи энергии или информации. Это открытие напомнило исследователям о мифах Атлантиды и других исчезнувших цивилизациях. С каждым новым шагом изучения структуры раскрывало все больше тайн, оставляя ученых в состоянии недоумения и восхищения. Но самые интригующие открытия еще впереди. Внутри пирамиды обнаружились остатки древнего механизма, возможно, использовавшегося для управления энергией или защитными системами. Эти артефакты, сделанные с невероятной точностью, натолкнули ученых на мысль о том, что когда-то здесь существовала развитая культура. Каждый новый факт и находка становились частью головоломки, которую предстояло разгадать, чтобы понять, какую роль эта структура могла играть в древнем мире и как она могла повлиять на события, происходящие на поверхности Земли. Технологии, опередившие время. Исследователи с удивлением обнаружили, что загадочная структура почему-то не отражается на навигационных картах. Современные технологии картографирования океанского дна позволяют с высокой точностью отмечать даже малейшие особенности рельефа, включая подводные горы и впадины. Тогда почему эта огромная пирамида, способная вызвать столько вопросов, осталась незамеченной? Инженеры начали с самого начала. Проверка оборудования не выявила никаких ошибок, что исключало возможность технического сбоя. Погружение аппаратов для детального исследования подтвердило реальные размеры и существование структуры, но карты продолжали оставаться бесполезными. Это открытие шокировало команду и побудило к дальнейшему изучению природы феномена, который препятствовал отражению на картах. Возможно, структура обладала технологией маскировки, делающей ее невидимой для сканирующих устройств. Подобное достижение требовало знаний, далеко превосходящих наши. Исходя из оптических принципов, структура могла использовать сложные механизмы для преломления света или искажения электромагнитных сигналов, становясь невидимой для оборудования.
Когда суть загадки стала понемногу проясняться, группа обратила внимание на необычные магнитные аномалии вокруг структуры. Некоторые приборы не выдерживали мощных магнитных полей и выходили из строя. Это могло объяснить, почему пирамиду не удавалось заметить при стандартных условиях. Магнитные поля, связанные с объектом, вызывали сбои в электронике, затрудняя считывание данных и вводя в заблуждение навигационные системы. Постановка экспериментов вокруг объекта показала, что технология, скрывающая его, позволяет структуре практически исчезать из поля зрения современного оборудования. Это открытие указывало на знание и использование физических законов в форме, которую наука еще не осознала. Наука лишь начинала сталкиваться с подобной технологией, но уже этот шаг открывал перед человечеством новые горизонты и ставил множество вопросов о нашей истории и технологическом развитии. Подводные свидетели. Истории очевидцев, столкнувшихся с таинственной структурой в Бермудском треугольнике, добавили еще больше загадок в общую картину. Первые рассказы о ней поступили от экипажей рыболовецких судов, которые отмечали необычные магнитные явления и странные вспышки света, преследующие их корабли в этом районе. По словам некоторых моряков, свет словно поднимался из глубин, охватывая судно и создавая впечатление, что корабль оказывается в центре светового шара. Эти события оставляли у членов экипажей чувство, что они оказались в ином измерении. Также пилоты малогабаритных самолетов, пролетавших над этой зоной, упоминали о кратковременных сбоях в навигационных приборах, когда их компасы начинали хаотически вращаться, а приборы давали неверные данные. Однажды небольшой коммерческий самолет едва избежал трагедии, когда его пилот неожиданно потерял контроль над управлением, но в последний момент смог его восстановить, как только самолет покинул зону влияния пирамиды. Эти странные события не ограничивались только техническими сбоями. Некоторые пилоты утверждали, что видели странные миражи и даже фигуры, мерцающие в воздухе. Требовалась немалая смелость, чтобы вновь вернуться в зону, где происходили столь необъяснимые явления. Однако некоторые очевидцы были полны решимости разгадать эти странности и не раз отправлялись обратно, чтобы попытаться запечатлеть случившееся на камере или детекторах. Один из таких исследователей, опытный подводник, рассказывал, что, погрузившись на значительную глубину, он заметил тихие вибрации, исходящие от структуры, как будто она пыталась передать какое-то послание. Этот опыт, по его словам, был чем-то вроде странного диалога, в котором было больше вопросов, чем ответов. Эти свидетельства, собранные столь разными людьми, лишь усиливали загадочность структуры и делали ее главной темой споров среди исследователей и ученых. Стремление понять природу этих наблюдений оказалось таким же притягательным, как и сам феномен. Каждый раз, возвращаясь к этой истории, очевидцы надеялись разгадать, что на самом деле скрывается внутри этой загадочной структуры, и что еще она может рассказать о себе и об окружающем мире. Энергия таинственной структуры. Исследователи начали акцентировать внимание на изучении энергии, исходящей от загадочной структуры. Эта сила, казалось, находилась за пределами понимания и традиционных научных законов, как будто управляемая скрытыми механизмами, о которых современная наука не имела представления. Каждый момент, проведенный рядом с пирамидой, только усиливал ощущение ее мощи, но также вызывал опасения относительно ее истинной природы и возможных последствий экспериментов. Обнаружение массивных энергетических полей вокруг структуры всколыхнуло ученых. Интенсивные электромагнитные всплески и трепетание приборов свидетельствовали о присутствии некого источника, способного контролировать невероятные объемы энергии. Этот факт стал настоящим открытием и одновременно вызовом для команды, ведь предстояло выяснить, может ли структура быть генератором энергии, способным как на благо, так и на разрушение. Научные эксперименты начинали давать свои результаты. Колебания световых импульсов и реакция на внешние воздействия указывали на то, что структура функционировала по сложной схеме, которую необходимо было понять. Но как только исследователи начали изучать влияние структуры на окружающую среду, они столкнулись с новыми непредвиденными проблемами. Некоторые члены команды жаловались на головокружение и потерю ориентации, находясь рядом с объектом. Это поставило под сомнение безопасность дальнейших экспериментов и вынудило ученых искать новые подходы и методы изучения. Взаимодействие с объектом и возможные риски, связанные с его энергией, добавили еще больше остроты в процесс исследования. Тем не менее, возникали и надежды. Если удастся раскрыть секреты этого феномена и использовать его энергию, это могло бы привести к революционным открытиям в области технологий и энергетики. Структура оставалась загадочной, но ее потенциал продолжал притягивать исследователей, заставляя их искать пути для безопасного и эффективного изучения. Открытие этой неизвестной силы могло изменить наше представление о возможностях человечества, но оставалось лишь надеяться, что скрытые в глубинах тайны не обернутся опасной ловушкой для тех, кто рискнул их разгадать.
Мифы и факты обнаружения загадочной структуры в Бермудском треугольнике сразу породило множество гипотез и теорий. Научные круги, которые обратили внимание на это событие, скептично оценивали находку, пытаясь объяснить ее с позиций известных наук. Первая гипотеза предполагала, что структура могла быть результатом естественных геологических процессов. Некоторые ученые утверждали, что это мог быть уникальный вид подводного вулкана или природной эрозии, несмотря на гладкость и симметрию конструкции, что противоречило таким объяснениям. Другие ученые предложили теорию об инопланетном происхождении объекта, указывая на его необычные характеристики и материал, который не обнаруживался ранее на Земле. Поддержка этой версии нашла отклик у сторонников теории о посещении нашей планеты внеземными цивилизациями в прошлом. Они видели в этом подтверждение своих гипотез о контактах далекого прошлого и оставленных артефактах на Земле. Сторонники конспирологических теорий утверждали, что структура могла быть частью секретного военного объекта или даже древнего защитного механизма, оставленного ушедшими цивилизациями. Они вспоминали истории о якобы скрытых базах и секретах, которые правительства могли скрывать от населения. Эти теории основывались на наблюдениях за странным поведением магнитных полей вокруг структуры и его влиянием на оборудование. Еще одна гипотеза связывала структуру с мифологическими сюжетами. Вспомнив легенды о затонувших городах, таких как Атлантида, исследователи пытались найти параллели с древними текстами, чтобы объяснить существование такой структуры. Они указывали на аналогии с описанными в мифах технологиями, которые могли быть использованы для создания подобных объектов. Научное сообщество оставалось в недоумении, пытаясь разгадывать каждый новый элемент загадки. Несмотря на различные гипотезы, факт существования такой структуры в океане, неподвластный простому объяснению, подогревал интерес и заставлял продолжать исследования. С каждым новым этапом узнавались все новые детали, и каждый шаг к разгадке открывал еще большую глубину таинственности, соединяя мифы и научные теории в единую, но все еще не разгаданную загадку. Что будет дальше? Будущее исследований загадочной структуры обещает быть захватывающим. Ученые планируют задействовать новейшие технологии для более глубокого понимания ее природы и функций. Одним из первых шагов станет проведение высокоточных сканирований с помощью спутников и подводных дронов, оснащенных продвинутыми сенсорами. Эти устройства помогут создать трехмерную модель структуры, что облегчит анализ и позволит выявлять скрытые детали. Кроме того, команда намеревается разработать новые методы изучения электромагнитных полей вокруг объекта. Существует предположение, что эти поля могут влиять на окружающую среду и даже на погоду. Для этого будут применены специальные приборы для замеров на разных глубинах и дистанциях, чтобы понять распределение энергии и ее возможное воздействие. Секреты, спрятанные в недрах пирамиды, становятся целью археологов и историков, которые надеются, что дальнейший этап изучения символов и знаков на стенах объекта откроет путь к знаниям о древних цивилизациях. Исследователи планируют углубиться в туннели и камеры структуры, используя роботов, способных проникать в труднодоступные места. Это может пролить свет на скрытые артефакты, которые расскажут о возможных культурных и технологических достижениях древних народов. Международные научные команды уже проявили интерес к изучению структуры в контексте ее потенциального использования в энергетических проектах. Если загадочная сила, исходящая от объекта, будет изучена, она может стать основой для разработки новых экосберегающих технологий. Это сотрудничество может привести к новым научным открытиям и технологическим прорывам, которые изменят наше представление о возможностях человечества. Главным остается вопрос безопасности дальнейших исследований. Ученые учитывают возможные риски, связанные с энергией и воздействием на окружающую среду, и разрабатывают планы по минимизации этих рисков. Однако интерес к объекту настолько велик, что ученые готовы рисковать, чтобы разгадать тайны, скрытые в глубинах Бермудского треугольника, и, возможно, изменить ход истории.